Techland все еще думает, что 3500 игроков на пике способны за 7 дней убить 6,5 миллионов зомби. Сомнительно. Ну, окей. Более того, до этого наши польские друзья уже наступали на грабли зверя, но, видимо, не так сильно по голове прилетело. Кто помнит, тот помнит. Как ты все помнишь? Я не самое хотела сказать что-то другое. Забыла. Мы все провалили. И что? Мы никогда не получим теперь секретные документы? Видимо, хотел бы сказать, но в момент написания текста ивент продлили до 9 марта, и теперь это видео стало чуть более актуальным. После большого перерыва, после забегов за зверя, я вернулся, чтобы остаться человеком, но безуспешно, а текстур все еще воняет говной. С ними происходит какой-то сюр, они моргают, на зомби иногда проявляется стильный, самый черный из возможных худи, а еще почему-то на меня посреди дня выбегают ночные охотники, А еще, что смешно, отражения не везде работают. Ну да ладно, это тема для отдельного видео, а сегодня чай с ромашкой. Но это все совершенно не мешает играть, и я даже подкрадываюсь к отметке в 500 часов. Восклицательные знаки закрываю, лутаю карту, собираю кассеты, фантики. Жаль, что не дискеты и вкладыши, там хотя бы жвачки были. Конечно же, прежде чем запускать ивент, поляки выпустили 2 сета свежих фиксов, в одном из которых меня напрягла строчка про 10 новых коллекционных заметок. Может быть, хватит? Нет. Возможно, нет. Ну, так случилось. Значит, с 12 февраля по 5 марта у нас были цели в разных районах. Нужно было предотвратить распространение заразы, однако на момент написания строк 1 из 3 недель закрыта. На 3-й, как вы поняли, мы остались без пистолета. Ибо, ну ты видел? Видел? Вспышка слева или инфицированная вспышка, или вспышка зараженных, как вам угодно. Вдруг что-то сломалось, новые зараженные выбегают из-под земли и с удовольствием трапезничают вкусными человеками. Но мы самые мягкие, словно животик плюшевого мишки, пилигрим на страже этой вонючей дыры под названием Велидор. Значит, 2 вида целей, личные и публичные. За публичные мы бы получили нож, палку и пистолет GRE, плюс некие секретные документы. И личный раз в неделю 3 награды. Награды первой недели... В те зимние деньки я много усердно работал. Заряда играть было чуть меньше нуля, ибо я был выжат, словно раздавленный плоской стороной ножа. Сложная отсылка, но зато больше сока. Злого сока! Я остался без легендарного револьвера на 6 патронов, с высоким уроном в голову, медленной перезарядкой, без брелка в виде кусочка торта и без легендарного мачете, которое быстро рубит, заставляя прогнившие тела истекать вареньем. Однако 2-я и 3-я неделя были успешными. На 2-й неделе я даже все делики на сайте выполнил, не знаю зачем я этим занимаюсь, быть позже, чтобы однажды сделать некое видео. 2-я неделя я все забрал. Нож легкий, быстрый, идеален для стелса, отрезания конечностей. Сабля длинная, острая, чистая, как масло, нарезать толпу. И брелок с шансом на фейерверки и нанесение общего урона, если вас окружили недруги. И 3-я неделя, булава, большая, тяжелая, огромный урон по толпе, бонус к оглушению, пистолет-пулемет SMG на 50 патронов в магазине, отличная скорострельность, больше патронов, чем у аналога из набора GRE, за которую я заплатил деньги. Она наносит больше урона с каждым убийством до перезарядки. Постоянно забываю об этом и перезаряжаюсь. Ну и как будто у Гришной стрелялки лучше точность. Но это не точно. И еще одно украшение. Просто украшение. Несмотря на то, что мы не смогли убить так много зомби как надо, нам все же есть что почитать. Это то, что я успел вытащить из штанов сумасшедших психопатов в зеленых комбинезонах. 8 бессмысленных заметок, из которых можно понять, что опять творцы мира куда-то залезли и опять что-то натворили. Удивлены? Я тоже не очень. Еще вот такая бумажка на сайте появилась, некий отчет о поле ФК. Почему 4 деления, хотя документа должно быть 3. Тяжело. А как же китайский Новый год? Спросит некто. Или никто.
А он у меня сломался через неделю использования, но не потому что китайский. Так вот, зомби выпадали красные конверты. Их тоже в последний момент добывал, чуть ли не ночью пошел, лишь бы успеть. Собрав онные, нам выписали шкурку, не костюм, а внешний вид, брелок и алебарду. Ну, нормально. Нормально. А вот если начать обменивать красные конверты, то можно получить тайные знания, где рассказывают интересные факты и не только. Круто? Очень круто. Я бы даже сказал познавательно. Например, из одной карточки я узнал, что китайцы первыми стали перебираться на крыши во время заражения и стали делиться знаниями о травах. Классно? Еще как! Когда-то японцы отмечали Новый год по лунному календарю, как и их соседи. Но во время эпохи Мэйдзи они перешли на календарь солнечный. Несмотря на то, что теперь праздник проводится в другую дату, память о знаках китайского зодиака осталась. Познавательно. Давайте еще, чтобы войти в тройку. Вьетнамцы называют Новый год словом Тет. В этот день все едят бань тынг. Квадратный пирог из риса, завернутый в листья. Так люди чтут плодотворные земли и память предков. Когда почва в городе оказалась отравлена, традиция собираться всей семьей на праздник все равно сохранилась. Это символ того, что род не прервался, что ветви семейного древа будут расти даже в самые суровые зимы. Я не играю, я культурно обогащаюсь. Царь во дворца, царь во дворца. Конечно же, хлама скопилось просто какое-то немыслимое количество, но нужно еще больше. Тонны оружия и чертежей. Плюс пока шел ивент, еще будет пару дней тащиться, трофеев насыпали гору. А также опыт на 2,5 иксах. Там, короче, чем выше сложность, тем больше опыта, ну и как-то суммируется с вашими плюс играми. Еще я пропустил пару недель отключенной гравитации в первой части. Я не понимаю, почему они не растягивают это дело на больше дней. В первый Daylight, который все никак не погаснет, онлайн чуть больше 4000 тел. Там нужны постоянные ивенты, мне кажется, плевать на награды. Просто врубайте и погнали. А то вот это вот убить 6 миллионов зомби, вы что там курили? Но в итоге юх бы на все это. Я купил костюм футболиста, и он реально топ. У него есть мега пинок. Потрясающе. Ну, все, что знал, рассказал. У меня телеграм, короче, еще есть, можете на телеграм подписаться. Вьетнамцы называют Новый год словом Тет. В этот день все едят бань тынг, квадратный, ага. Вьетнамцы называют Новый год словом Тет. В этот день все едят бань тынг. Вьетнамцы называют Новый год словом Тет. В этот день все едят бань тынг, квадратный пирог, квадратный, бань тынг, квадратный.